В родном селе, где она родилась, выросла и проработала всю жизнь учителем математики, ее все любили и уважали. Замуж она вышла очень поздно, то ли в заботах о чужих ребятишках, то ли не встретила свою вторую половинку по молодости. Когда Ольге Ивановне было уже под 40, стал за ней ухаживать бригадир из стройбригады, что прокладывали новую линию электропередач через их село. Уж больно понравилась ему умная, статная и образованная Ольга. Предложил ей руку и сердце. Ольга, недолго думая, согласилась. Конечно, она не любила его, но замуж все-таки пошла. Так и остался Андрей с женой в этой деревне жить. Вскоре Андрей стал председателем колхоза, а там через пару месяцев у Ольги и Андрея родился сынок. Ванечка, крепкий, здоровый малыш. Счастью не было предела, словами не описать. Жили они дружно, несмотря ни на что. Работали каждый день. Каждый на своем месте, честно исполняя свою работу, все для людей, для и страны. Сын вырос и уехал в город. Выучился, работать пошел, все вроде как положено, как должно быть у нормальных людей. Мужа и страну Ольга потеряла в одночасье, вместе с развалом Союза. Андрей умер прямо на работе, случился инсульт, скорая не успела доехать до их глухомани. А потом не стало и колхоза, которым многие годы руководил ее супруг. Кто был помоложе, потянулись из деревни в город работать. В селе закрылась школа, в которой работала Ольга Ивановна. Закрылся магазин, перестал ходить автобус. Наступили тяжелые 90-е годы, когда каждый выживал, как мог. Теперь Ольга Ивановна осталась одна. Сын навещал ее редко, но все же не бросал мать одну. Привозил периодически продуктов не скоропортящихся, тушенку, муку, крупы. Овощи и картошка у матери свои в огороде росли. Несколько несушек давали свежие яички. Сын периодически присматривал за хозяйством матери, то забор поправит, то крылечко или крышу залатает. Единственное препятствие – это сложно теперь было до деревни без личного транспорта добираться. Автобус ходил только до соседнего села, того, что за лесом, а еще по лесу километра 4 пешком идти, так что много на себя не нагрузишь. У Ольги Ивановны в сарае стоял мотоцикл с коляской. Раньше, когда ее муж был жив, ездили они на своем железном коне по лесам и даже пару раз в райцентр до больницы. Сколько раз уже сын уговаривал мать продать мотоцикл, все же какие-никакие деньги. Но Ольга Ивановна уперлась и ни в какую, что ты, Ванечка, а вдруг он нам еще понадобится. Я ведь ездить умею, отец давно меня научил, вот только на документы не сдавала, да и кто у меня в нашей деревне документы спрашивать будет, разве, что кабаны да лоси в лесу. Пока отец был жив, мне вроде без надобности было на нем ездить, а вот сейчас чую, пришла и моя пора, смеялась Ольга Ивановна, и сын с ней соглашался. А ведь все верно мать рассуждает. Много денег за старенький мотоцикл не дадут, а ей и местным бабкам все какая-то подмога. Как-то раз не приехала в деревню автолавка, позвонил из города водитель, оказывается, приболел. Недолго думая, Ольга Ивановна кликнула свою соседку Нинку. Молодая и шустрая, Нинка быстро пробежалась по всем дворам, обошла немногочисленный народ и составила список продуктов, кому чего нужно. Завела Ольга Ивановна своего коня, и поехали они с Нинкой в магазин, в соседнее село за 4 километра. Решили свернуть через лес, там дорога была хорошая, накатанная. Старый, почтовый тракт. Даже в самую распутицу проехать можно, тяжело, но можно. Быстро закупились и вернулись обратно. Радовались тогда жители деревни, благодарили женщин. Если бы не вы, то пришлось бы нам пешочком в магазин идти, а это не ближний свет, да еще и обратно с тяжелыми авоськами тащиться. Так и повелось, если какие-то проблемы случались, Ольга Ивановна через лес, в соседнее село мигом сгоняет. Благо здоровье еще позволяло. На топливо для ее транспорта всей деревни сбрасывались. Понимали, ежели что, это единственная связь с цивилизацией. Как-то раз, возвращаясь в очередной раз с покупками из соседнего сельпо, решила Ольга Ивановна припарковать своего железного коня на дороге, а сама по-быстренькому в разведку за грибами сбегать. Сын должен был в гости приехать, хотелось пирогом грибным порадовать, да жирёхой со сметанной.
Набегавшись по лесу и набрав приличное количество крепких и белых грибов, она решила немного передохнуть и отправляться в обратный путь. Вдруг рядом под замшелой корягой что-то зашевелилось и негромко заурчало. Маленький, серый волчонок забился под корни старого дерева. Увидев рядом живое существо, он громко заскулил, оглашая на всю округу. Малыш еще не понимал, что человек – самое опасное животное на свете, особенно если он с рулем. Но Ивановна не представляла для него никакой опасности. Скорее наоборот, она для него в этот момент была спасением. Женщина вытащила животное из ямы, посадила в корзинку и поспешила домой. В этот момент она даже не задумывалась, что везет к себе домой волка. Будущего, страшного и жестокого хищника. Для нее он был просто ребенком. Пусть даже волчьим, но ребенком. Сын чуть не упал в обморок, когда увидел, кого мать принесла из леса и обхаживала его уже второй день. Никакие уговоры отнести волчонка обратно в лес на нее не действовали. Мать стояла на своем. Мы должны помогать братьям нашим меньшим, особенно если они попали в беду. Разве не этому учили нас в школе? Но что тут можно было возразить? Волчонку дали имя Буран, потому что он носился по избе, как сумасшедший, шибая все на своем пути. Лакомился он за троих и рос не по дням, а по часам. За 2 года Буран вырос и стал великолепным, крупным и мощным животным. Волк зимой и летом жил в просторном загоне, который построил ему во дворе сын Ольги Ивановны. Когда Ольга Ивановна ездила на мотоцикле в соседнее село, он часто провожал ее до самого леса, а потом сидел на дороге и ждал, когда она поедет обратно. Он был ее верным спутником. Был преданный, любил свою хозяйку, как только мог любить волк. Ранней весной, где-то в конце марта, первый раз после долгой зимы, отправилась Ольга Ивановна привычным маршрутом в соседнее село. Буран, как всегда, проводил ее до самой опушки и остался ждать свою хозяйку в привычном месте. Она не сразу поняла, что дорогу ей перегородили волки. Сперва из леса вышел один, а за ним еще 2. Волки стояли и в упор смотрели на нее, скаля зубы. Холодок пробежал по ее спине, и она застыла в страшном ужасе. А что делать? До деревни еще далеко. Она хотела закричать, позвать на помощь Бурана, но ее горло как будто кто-то крепко жал, не давая выхода и крику. Пожилая женщина мысленно стала прощаться с жизнью. Волки стали окружать мотоцикл. Ольга Ивановна нажала на газ, но это не сильно помогло, техника старая и по такой дороге надеяться на большую скорость не приходилось. Оторваться от стаи не удастся, ей это было ясно. Как вдруг, когда она уже думала, что это конец, и мысленно прощалась с жизнью, из леса со страшным рычанием показалась фигура Бурана. Он шел прямиком на серых хищников. Громко рычал и тряс головой. Пасть была открыта, и оттуда были видны огромные клыки. Волки ринулись на него, сразу все 3. Завязалась страшная, смертельная схватка. Женщина не знала, что делать, и помочь своему другу она точно не сможет, а он, ее преданный друг, решил пожертвовать своей жизнью ради нее. 2 дня Ольга Ивановна не вставала с кровати. Слезы душили ее, она никак не могла забыть последние, страшные минуты жизни своего преданного волка. Эти картинки постоянно стояли у нее перед глазами. Она понимала, что придется жить с этим чувством вины до конца своих дней. Через 2 дня, рано утром, она услышала, как кто-то еле слышно скребется в ее дверь. Ольга Ивановна накинула полушубок и поспешила во двор. На пороге лежал израненный волк, весь в крови, но живой. Как ему удалось спастись, никто и никогда не узнает, но это уже было неважно, теперь она сделает для него все возможное, чтобы он жил. Дорогие друзья, если вам понравилась история, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного.